Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, не забываем, девочки, мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы только вы творец своего счастья. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию, да, как обычно. Если резонирует, очень на вас похоже, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Все же у нас тут расстроенная какая-то вы. Да что же это за карты такие? Капец. Да что... Да. Смотрите. Как же это все прочесть, так как свет в конце туннеля увидеть. Да, депрессия, страх, карта токсичности, дьявол, вампир. Ну и ваша карта, честно говоря. Тут как будто бы прям хочешь, захочешь, так не выложишь. Ваша карта, начнем с этого. Карта Муза. Яркая, харизматичная женщина, мечта, женщина-праздник, оптимистка сама по себе. Женщина, которая умеет привлечь к себе внимание. В основном это энергетикой. Наполняйте светом, поддерживайте, может быть, в принципе, да, для окружающих вы вот такая зажигалочка, да, всегда на оптимизме, что бы у вас там ни происходило. Может быть, всегда добрым словом поддержите. Ну, тут еще привлекательно для мужчин сама по себе, как райская птичка, да, архетип любовницы. Умеете привлечь внимание, этот фокус внимания умеете потом удерживать, то есть поддерживать разговор. В принципе, интересная женщина и внешне, как собеседник. Так, ну что-то тут у меня показано, как будто бы сейчас не самые лучшие у вас в жизни времена. Ну, не знаю уж по поводу там клинической депрессии, но тут показано, как будто бы расстроены, разочарованы в чем-то, много страхов. Ой, карта тут токсичная, дьявол, вампир. Ну, уже не знаю, какое-то то ли окружение ваше. Ну, по вампирам, давайте так, потребители какие-то. Я такой, как будто бы разочарована вообще, чуть ли не во всем человечестве. Может, в близких, по этим картам, может быть, там. Тут даже не обязательно мужчина, женщина. Тут, может быть, как в друзьях, в близких, в каком-то окружении. Вот тут такое вот мне идет, как разочарование какое-то. Опять-таки, дьявол. Офигеть, еще лучше. Дьявол и луна. Шабаш. Капец. У кого-то, девочки, ну тут я не знаю, тут уже начинается магия какие-то, хотела сказать. Тут странные карты, честно говоря. Даже понимаю, что расклад общий. Ну, офигеть, еще раз дьявол из другой колоды. Шабаш, дьявол, луна, карта доступность. О чем это? Такое ощущение, знаете, как будто бы вы могли там мечтать, планировать, ну, что-либо, да, и думать, вот сейчас это все исполнится, вот сейчас вот какой-то период такой не очень приятный, не очень хороший период закончится, и я там реализую то, что я хотела, или все это будет, и шансы будут. А тут что-то мне показано, как будто бы какая-то засада, оно не заканчивается, какой-то период такой по луне, он, может быть, затянулся даже. Мутно все, неопределенно. У кого-то увлечение эзотерикой, психологией — это выход, просто поиск, выход из этой ситуации какой-то тяжелой для вас, поиск ответов на вопросы, которые вы не можете понять, вы не можете разобраться, вы не можете найти эти ответы на вопросы.
Это как будто бы уже длительное время у кого-то. Тут знаете, тут как будто бы вы сталкиваетесь с тем, что, может, окружение какое-то. Вы смотрите, люди более как-то легко приспособляемы. Да, может быть, ищут новые какие-то там шансы, возможности для реализации. Может быть, как-то, в принципе, вы смотрите, люди как-то так себя ведут, ну, тут и приспосабливаются и реализуют свой где-то потенциал, раскрывают. Другое дело, что методы какие-то, что они этими методы тут по дьяволу, может, не самыми лучшими они пользуются. А вы так не хотите, может быть, даже это вам противоестественно. Тут как будто бы идет какой-то анализ такой, вот вы понимаете, что я хотела бы чего-то там достичь, у каждого свое, но я не готова использовать эти методы, которыми там, может, окружающие этого всего достигают. Вот тут как-то так. Ну и при этом вы анализируете, понимаете, что может быть какое-то окружение тут в плане материалки более успешны, более как-то, может, дела быстрее идут, да, как-то вот так вот. Вот я даже не могу понять. Какие-то страхи по поводу, может быть, своего будущего, материального положения, стабильности. Вот тут вот как будто на вас так накрывает это все. Как будто бы и там какие-то, с одной стороны, может быть, проблемы, да, навалились. Тут нет истории про личную жизнь, про бизнес, там, про карьеру. Тут, в принципе, какое-то такое, как будто состояние, вы понимаете, что я в этой жизни ни черта не понимаю. Я не понимаю, почему у меня там что-то не получается. А если даже и понимаете, то вы не готовы все равно, знаете, какую-то черту пересекать для того, чтобы, может быть, использовать вот эти какие-то токсичные методы, да, самоутверждаться где-то за счет кого-то, боль кому-то причинять, дабы самой там, ну, вверх по этой карьерной лестнице, допустим, лезть. Вот мне почему-то показано так. Тут какая-то у вас как... Это даже не ломка. Вы четко понимаете, что ну не хотите вы какими-то грязными методами добиваться поставленных каких-то целей. Но при этом вы хотите чего-то достичь. Вот тут так как-то. Реализоваться, какую-то нишу занять. Вот тут что-то такое вот. Такая сигнификация, девочки, вышла. Странная чуть-чуть. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, кто грезит вами? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги в вашу сторону? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги в вашу сторону? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги в вашу сторону? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? Начинаем. Кто грезит вами? Слово такое грезит. Ой, какая-то звезда-одиночка. Уставший какой-то человек. Звезда, счастье, страхи. Сейчас уточним. Ага. Ну, я так понимаю, это мужчина, да, давайте так. Мужчина, который сейчас испытывает вот такие какие-то
чувства, эмоции, чувствует себя одиноким. При этом по этой карте у меня часто проходит человек, который это отчасти это сделал сам когда-то в свое время, этот осознанный выбор. То есть он может быть не свободен, у него может быть семья, может быть окружение там какое-то, но он как где-то как волк-одиночка. Так вот как-то одинокий. Так, по звезде, ну, потенциал огроменный, честно говоря, и мог бы быть бы счастливым, если бы не ему как будто бы помешали в свое время быть счастливым, его какие-то страхи и где-то детское поведение, вот так вот мне идет, может инфантильное даже поведение. Человек, может, побоялся, ну, страхи, да, причем побоялся рискнуть, побоялся где-то пойти во что-то новое, может быть, из привычного чего-то выйти, да. У кого-то побоялся потерять зону комфорта по этой карте. Человек привык себя баловать. Тут даже какие-то атрибуты роскошной жизни, атрибуты, в принципе, какой-то там, может быть, не знаю, не обязательно это пыль в глаза, не обязательно, это, в принципе, тут стабильность. Это, может быть, у кого-то там, не знаю, подсигар, да, золотой, ладно, я шучу. Там, не знаю, какие-то аксессуары, какие-то, может быть, часы дорогие. У кого-то это отдых там какой-то необычный, он себе может позволить. Он привык к этому. Вот тут как-то так вот человек вот привык к какому-то определенному образу жизни, уровню жизни. Так, ладно. Что-то мне такой мужчина пришел. Так, по звезде. Талантливый, яркий, привлекательный. Все люди как люди, а он звезда, да? Идет за своей мечтой, миссией, предназначением. Может быть, звезда местного разлива, местная какая-то звезда. Но вот тут показано, вот, может, он и был с кем-то тут счастлив, но тут как будто бы удержать это счастье, страхи какие-то, страхи не позволили. Так, опять-таки, очень боится каких-то пересудов, может быть, сплетен, злой язык тут. Как будто бы даже какие-то возможности мог в жизни он упустить из возможности, смотрите, взаимодействия с какой-то женщиной. Это тут изображено на этой карте эти ножницы из двух лезвий. Тут мужское, да, как лезвие, и женское. Взаимодействуя, они тут образуют, вот, не знаю, ну, собственно, эти ножницы. В таком тандеме они могут достичь, ну, чего-то замечательного. Карта жатва, урожай собирать. Но вот, судя по вот этим картам, вот эти какие-то возможности, которые реально были у этого человека, он мог с какой-то женщиной вот так вот в союзе, ну, достичь хороших результатов. Он как будто бы то ли упустил, то ли не до конца использовал. Тут как-то так. При этом человек мечтает, опять-таки, о встрече с этой женщиной. Карта ключик. Хотел бы подобрать ключик к этой женщине, но ключик к чему? Тут уже запущена карта там, из магической колоды. Обратный ход колеса. Я не хочу сюда магию приплетать. У кого-то реально есть воздействие, у кого-то повлияли. Но тут больше как будто бы мужчина до конца то ли не готов был в тот момент, ну, какой-то, не знаю, формат отношений выстраивать, то ли надеялся, что в будущем будут еще эти шансы. Вот тут как-то так вот. Но обратный ход колеса и карта ключик, и рядом карта старейшины. Как будто задним числом уже, знаете, он уже, может, анализирует, как человек помудрел, осознал, опять-таки, что много уже упущено, ну, этот обратный ход колеса, как будто бы назад уже многое не прокрутишь. То есть, если какие-то шансы и брать, то их нужно самому создавать уже, карта ключик. То есть, искать этот подход, но, может быть, даже не так, как в прошлом это все было. Ну, человека научила это какая-то ситуация. Может быть, учится человек на своих ошибках. Они тут болезненные, эти ошибки. Но тут реально шансы были и очень хорошие. Можно было. Правда, вот какой-то союз создать и действительно классные результаты иметь.
ну, как минимум, прожить замечательную, счастливую, любовную эту историю. Ну, вот как-то так у меня идет карта старейшины. Старейшины, может быть, помудрел, может, пообщался с кем-то, может быть, на опыте, ну, уж не знаю, там, чьем-то тоже еще как-то подсветили ему ситуацию. Как будто бы идет переоценка. Я не говорю ценностей, но по-другому посмотрел на какую-то даже ситуацию, которая у него с какой-то женщиной вот была. Может, любовную историю. У кого-то четко, ясно человек осознал, что он был счастлив. Он был счастлив. Но а сейчас, вот если рядом карта звезда, девочки, ну я тут хочу прочитать. Человек максимально может идти, растворяться в призвание свое, работа, там уже не знаю, какие-то он ставит перед собой цели. И вот в этом он как будто бы пытается, ну, реализуясь в этом, он там, может быть, в какие-то моменты счастливым себя ощущает. То есть тут не о личной жизни, ну, в смысле, не о жизни с каким-то партнерой, с партнершей, да. Тут скорее как раскрыть потенциал свой, вот как будто в этом во всем раскрыться. Так, давайте посмотрим. Будут ли конкретные шаги от этого товарища? Вот опять у меня Луна и страхи. И причем эти страхи надуманные. Он как-то, как это называется, гиперболизирует их, раздувает по Луне. Какие-то ему, кажется, вообще тут истории он придумывает. Ну, в общем, сейчас я буду уточнять, конечно. Опять страх. Девочки, да что с ним такое, как зайка серенький, правда, какой-то. Какие-то страхи. Да что с тобой случилось? Что это за... Извините, как мужчина какой-то такой странный. Очень много страхов. Обуревают им прям эти страхи. Накрывают его. Так, читаем все подряд. Ага. Будут ли конкретные шаги? Ой, ну тут эти карты. С одной стороны, карта новости, да. Но вот в этом сочетании тут вы, скорее всего, о нем узнаете какие-то новости. Вот. Но тут не в том плане, что он проявится, а тут, скорее всего, о нем, может быть, о его, ну, жизни, тут домашний, дом, может, его в каком-то семейном положении, может быть, о его домашних, ну, не знаю, делах каких-то. Может быть, если он там с кем-то проживает, опять о домочадцах. Тут как-то... Тут показано вот это, на этой карте, смотрите, девушка сидит и пишет множество, тут как писем, опять сообщений, а потом бросает, комкает эти все сообщения и так и не отправляет. Тут новости, и тут карта, говорящая о том, что человек сам себе закрывает путь, дорогу, человек сам, знаете, как шаг вперед, 3 назад, шаг вперед, 3 назад. Причем по Луне тут вполне возможно у человека как зависимость, но, то есть вы сидите у него в голове, в сердце, но тут вот эти страхи его накрывают. Вот если я так проявлюсь, то что будет? Нет, наверное, не буду проявляться. А при этом карта, смотрите, балансирование. Человек как будто бы вот идет по тонкой вот этой какой-то жердочке, в любой момент может свалиться. Вот он себя таким каким-то очень уязвимым чувствует. Дальше показано, как человек играет в какую-то игру, в шахматы, да, тут шахматы. При этом игра в чем заключается? Человек сознательно вырезает сам себе это сердце и говорит, что а у меня ограничения, карта ограничений. Тут красивая роза, роскошная роза, ну, вот как символ ваших, допустим, взаимоотношений потенциальных, а сверху колпак, и он говорит, а у нас множество ограничений, у меня, у нее, не судьба, не в том время, не в том месте мы встретились. Ну вот как будто бы вот тут что-то такое, весь мир против нас.
Вот эта карта, вот она таки читается. Видите, девушка, я сразу ее не совсем понимала, потом рассмотрела, это ужас какой-то. Кинжал держит в руках сердце, а тут половина ее, половина тела, тут видите, как в крови, да. То есть этот человек своими же усилиями, собственными руками вырезал у себя сердце. То есть так проще. Это капец какой-то. При этом показано вот эти ограничения, и вот эти страхи, эти какие-то. У кого-то дом может быть не свободный, вы или он не свободен, но у каждого свое. Выбор. При этом показано, что есть выбор. Можно ему действительно как-то по-другому проявляться. И опять карта страха. Тут страх по вот этой карте так и считается. Видите, тут огромный такой заяц, и две девочки схватились друг за дружку, за этими кубками прячутся, а на самом деле у этого зайца даже пасти нету. Это как выдуманный страх, он как надуманный. То есть проще там, хочешь ты проявиться, написать, сообщить о себе, что-то донести. Ты уже рискни и сделай этот шаг. Нет, тут как будто человек будет думать, погружаться, потом тут что-то вообще непонятное. Следующая карта перекресток и баланс. Человек будет топтаться на этом перекрестке, весь в каких-то страхах. Выбор. У кого-то выбор из двух женщин, у кого-то выбор не знает, как поступить до конца, так и будет вот это с ноги на ногу переминаться. Тут даже еще такой подтекст, а как лучше сделать вот, тут для него, дабы ничем это чревато не было. Ну и как будто человек, тут балансирование, видите, карта, идет он так вот над пропастью балансирует, и тут карта под низом с другой колоды, баланс. Человек научился уже так жить. Где-то научился вообще как будто бы не обращать внимания на свое бедное это сердечко. Где-то как игру сам собой ведет, это как обман самого себя. Тут такое, к сожалению, девочки. Вот, не знаю, может, если такой клиент, такой товарищ, то может и хорошо. Пусть он сидит как зайка серенький, тут страхи, нерешительность. Луна, как будто человек не знает вообще, к чему оно приведет и зачем это. Вот даже вот тут такое вот. Проще вырезать это сердечко, еще раз говорю. Может и к лучшему, что он не будет проявляться, потому что если он так проявится, вас взбудоражит, да, вы поверите ему, а потом он в кусты прых и все. И вы останетесь сами наедине со своим разбитым сердечком. Так что вот такой товарищ какой-то у меня тут. Зайка серенький, пугливый. Вышел. Сегодня так, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.